Привет, мир! Сегодня мы в Куритибе, самом экологичном городе Бразилии с уникальной инфраструктурой, которая послужила образцом для многих крупнейших городов мира. С языка индейцев гуарани Куритиба переводится как «сосновое место». Все потому, что на территории штата Парана распространена паранская сосна, известная еще как бразильская араукария или канделябровое дерево. Также Куритиба прославился как город, где впервые в мире была внедрена высокоэкономичная система скоростного автобусного транспорта. Автобусы движутся по специально выделенной для них линии, а посадка осуществляется в оригинальных стеклянных остановках-трубах. Первые экспрессы запустили в 1974 году. По тем временам решение было революционным. Куритиба стала примером, на основе которого создавались системы общественного транспорта в Лос-Анджелесе, Мехико, Сеуле, Сантьяго и других городах мира. Первые поселения на горном плато, где в наши дни расположена Куритиба, были основаны индейцами гуарани. Позднее, в 1650 году, сюда проникли бандейранты, пришедшие в поисках золота. А в 1668 году группой белых переселенцев, возглавляемых Габриэлем Лара, было основано поселение Носа Сеньора да Луз ду Пиньяес, с португальского «Божья Матерь Свет». Они занялись сельским хозяйством и разведением скота. Всего через 25 лет, в 1693 году, поселку был официально присвоен статус города. В эти благодатные края устремились потоки новых жителей. В 1842 году город был переименован в Куритибу. В 1988 году архитектор Жайме Лернер баллотировался на пост мэра города и победил. Лернер кардинально перестроил город, исходя из потребностей его жителей, и прославился на весь мир как выдающийся градоначальник. Сегодня, благодаря ему, Куритибу называют одним из самых зеленых городов мира. Куритиба находится на юге Бразилии и является столицей штата Парана. Город расположен на плато, средняя высота которого 934 метра над уровнем моря. До Атлантического океана 90 километров. Площадь города составляет 319 квадратных километров. Здесь проживает 2 миллиона человек. Расстояние до Сан-Паулу 424 километра. Средняя температура летом с декабря по февраль 19,6 градуса. Зимой с июня по август 13 градусов. Куритиба – это один из самых экологичных городов планеты, где на каждого жителя приходится порядка 60 квадратных метров зеленых насаждений. В городе действует множество ухоженных парков, с которых и стоит начать свое знакомство с этим чудесным местом. Давайте посетим самый известный из них. Один из самых популярных парков Куритибы – Ботанический сад, главная аллея которого красуется на многих фотооткрытках города. А это Панктонгуа, главной особенностью которого является два старых карьера, затопленных водой и соединенных между собой туннелем, сквозь который можно пройти по мостику, а сверху расположена смотровая площадка. Парк Баригуи – один из крупнейших парков города. Его площадь составляет 1,4 квадратных километра. Здесь расположились спортивные площадки, аллеи и великолепное озеро, рядом с которым вы можете встретить необычных животных – капибар. Они настолько привыкли к людям, что вы без проблем сможете подойти к ним на расстоянии вытянутой руки и познакомиться с этими удивительными созданиями лично. Другой парк, Тингуи, расположился вдоль берегов реки Баригуи. В нем располагается мемориал, возведенный в честь украинских эмигрантов, представляющий собой копию православной церкви. А еще в Куритибе есть немецкий лес, в котором находится тропа, посвященная сказкам братьев Гримм. Но не одними только парками известна Куритиба. Исторический центр восхищает своей архитектурой. Местные жители убеждены, что их город зародился на главной площади Тирадентис, основным сооружением которой является кафедральный собор Носа Сеньора да Луз, созданный в готическом стиле. Рядом расположена еще одна важная площадь города – Ларгу да Орден, получившая свое название в честь расположенной здесь привлекательной бело-голубой церкви Игрежа да Орден. А еще на площади находится старейшее городское здание – дом Каза Ромарио Мартинс. В этом действующем музее можно ознакомиться с историей города.
Одним из самых узнаваемых символов города является оперный театр «Опера де Араме», белоснежное здание которого утопает в зелени паркового комплекса «Педрейрос». Здание из металлических труб и прозрачного поликарбоната было возведено всего за 75 дней. А это театр «Пайол», который является символом культурных изменений в городе, подаривших историческим зданиям новую жизнь. Есть в Куритибе и современные районы с небоскребами и высотными зданиями. Пример такого района можно наблюдать рядом с еще одной интересной площадью, которая построена в честь японских иммигрантов. На этой уютной площадке, которая больше похожа на сквер, можно перевести дух, укрыться от палящего солнца в тени растущих здесь вишневых деревьев и полюбоваться искусственными озерами. Этот зеленый оазис окружают высотки исполинских размеров, словно укрывая это уютное местечко. Но самым удивительным, узнаваемым и креативным зданием города стало творение знаменитого бразильского архитектора Оскара Немейера. Действующий музей, напоминающий своей формой человеческий глаз, стал эмблемой и символом города Куритиба. Также в городе имеется единая сеть велосипедных дорожек общей длиной около 160 километров. А для любителей футбола в городе был возведен один из самых современных стадионов Латинской Америки имени Жоакина Америка Гимарайнса, или Арена Байшада. На этом стадионе проходили игры чемпионата мира по футболу 2014 года. Куритиба – мультикультурный и экологичный город, в котором сумели реализовать смелые передовые градостроительные задумки, ставшие примером для многих городов мира. Благодаря уютным паркам, исторической архитектуре, современным постройкам и грамотной организации городского пространства, Куритиба превратился в город с высоким уровнем качества жизни. Então eu recomendo a todos os turistas que venham visitar o Brasil que visitem Curitiba, aproveitem os parques, aproveitem os bares noturnos, não deixem de visitar os pontos turísticos e espero que todos tenham um ótimo tempo e tenham passado um excelente tempo em Curitiba. Muito obrigado. Curitiba tem sido eleita por muitos anos a melhor cidade do Brasil. Nós somos conhecidos por ser uma cidade planejada, com muita área verde e uma indiscutível qualidade de vida. Muitas pessoas têm o sonho de vir morar aqui porque acreditam que vão ter uma vida muito mais satisfatória, feliz. E eu realmente acredito que isso é verdade porque nasci aqui, amo Curitiba, amo de paixão ela e não troco por nenhum lugar nesse mundo.